Друзья, так выглядит наш отель. Сейчас мы пройдем внутрь и посмотрим его вместе с вами. Это небольшой ресепшн, где нас весьма быстро зарегистрировали. Посмотрите, какие красивые ключи выдают от комнаты. Здесь есть небольшое количество книг для того, чтобы ознакомиться с культурой Перу, либо художественное чтение. Здесь проход на лестницу, там находятся все основные комнаты, всего 4 этажа. Отель украшен небольшими масками, картинами. Здесь кухня готовят, а здесь проходит завтрак. Самое необычное место в этом хостеле – это терраса. Потому что она, во-первых, огромная, во-вторых, потому что здесь можно поиграть в пинг-понг. Жаль, вот я плохо играю, а Кирилл очень любит играть. Здесь открывается вид на центр, видите, там церкви находятся. Мы их пойдем сегодня смотреть. Красивые деревья, много зелени. Здесь разные столики, несколько диванчиков, чтобы отдохнуть, почитать книжку. Я вообще планирую здесь посидеть немного с ноутбуком, поработать, что весьма удобно. И приятно это делать на свежем воздухе. Какой кактус здесь растет интересный. Колючий. А здесь открывается вид на спальную часть города. Такой Арекипе, такой у нас хостел. Давайте пройдем, посмотрим наш номер 402. Он находится на самом верхнем этаже. Ключики такие, знаете, в фирменном стиле Перу. Местные жители. Не знаю, как называется этот музыкальный инструмент, но мне кажется, что вот это музыкальное произведение про кондора играет именно с него. Сама комната яркая, в оранжевых оттенках. Видимо, чтобы просыпаться утром и настроение было хорошим. Шкафчика здесь нет, но здесь есть большие 2 полки. Как вы видите, мы здесь разметили наши рюкзаки. Есть телевизор. Окно открывается вот так вот, таким интересным образом. Открывается вид на соседние дома. Там у нас находится центр. Забавно смотреть на петуха. Не знаю, видите вы или нет, но вот в этом строении как раз находится петух. Здесь видно дорогу. Небольшое бра, тумбочка. Видите, как все миленько сделано. Вроде бы номер простой, но видно, что он сделан с душой. Большая вот спальная кровать, мягкий матрас, полотенчики. Причем, смотрите, не просто полотенчики, они тоже вышиты в оранжевых оттенках, вместе с синим. Клеофи де Рипачо. С другой стороны тоже есть тумбочка. В душевой комнате, как обычно, унитаз, причем оранжевого цвета тоже. Здесь шторка зеленая, яркая. В душевой кабинке есть горячая, холодная вода. Самое необходимое — оранжевая раковина, зеркало. Душевая чистенькая, тоже аккуратная. Мы после автобуса, поэтому такие растрепавшие немножко. Здесь на свет включается. Двери тоже очень миленькие. Вот так выглядит наша комната. Мы сейчас пришли на завтрак. Видите, на кухне нам его быстренько готовят. Я вам уже ранее показывала этот зал. Здесь есть 3 столика, что вполне достаточно, потому что гостей не всегда много. Поэтому с комфортом сейчас заместимся за этим столом. Нам принесли кружки, пока оливки, джем, сливочное масло. Ждем следующих блюд. Нам еще принесли хлеб. Очень интересная подача в небольшой корзиночке. Такая бумага здесь с логотипом хостела посада Клеофи. А вообще это напоминает пока турецкий завтрак. Потому что здесь еще сыр появился. Сыр, оливки, хлеб, масло. Действительно, сейчас сок будет, чай, кофе. В общем, мы хотели побыстрее позавтракать и пойти гулять по городу, но, видимо, так не удастся сделать. Друзья, мы уже гуляем по улочкам белого города. Город Арекипа. Второй по численности, второй по площади. Город в Перу. Сейчас мы решили остановиться. Конечно же, не пропускаем палатки с чурросом. Это такая сладость, которую Тома очень любит. Вот такие сладкие палочки, 4 соли. Тут рядом у нас какой-то очень громкий мусоровоз проезжает, а у нас сладости. Вот такая вот ситуация, представляете? Сладость на фоне мусора. Что я
могу сказать? А давай скорее мои палочки съем, я их скорее горяченькие. Убираем масочку и... как в Колумбии. В центре города очень много зданий из белого кирпича. Это одна из особенностей данного города. Вот здесь проводят туристические группы, смотрите, экскурсии. Очень много людей гуляет. Сейчас мы уже находимся возле ворот монастырь Святой Каталины. Поэтому доедаем чурросы и заходим внутрь. Друзья, вход в монастырь Санта-Каталины платный. Как мы видим, 40 соли с человека. То есть достаточно небюджетно. Внутри там вот такая вот красная красота с кактусами. Ну что, наверное, как всегда, в таких ситуациях, что мы делаем? Правильно, посылаем Топочку на разведку. Она нам все ходит, снимает, любуется красотой, а мы с вами отдыхаем. Так выглядит вход в монастырь, но мне сказали идти налево, что здесь основная площадка. Сразу видим старинные комнаты. Вышла из тех комнат, где проживали монахини. Вообще надо отметить, что этот монастырь был образован в 1580 году. И тогда здесь проживали 450 монахинь, а сейчас проживает всего лишь 20. Пройдем в следующую комнату. Везде не очень хорошее освещение. Здесь мы видим стол и монахов словно, но это вообще женский монастырь. Поэтому мне, например, не совсем понятно. Поэтому, конечно же, гид необходим, который сможет рассказать все здесь интересно, а так не совсем понятно. Здесь вот рассказывается история Санто-Доминго Гузмана, о том, как он стал священником, точнее священным служителем. И здесь интересные портреты с различными святыми. Самая красивая площадка это во дворе, потому что она окрашена вся в красный цвет. Большое дерево с розовыми цветами. Смотрится гармонично. Сейчас я себе устрою гонки, потому что я хотела сфотографироваться в этом месте красивом. Но так как я нахожусь одна без Кирилла, все туристы с гидами, то мне неудобно было просить кого-либо сфотографировать меня. Поэтому я ставила таймер и бегала к телефону постоянно, чтобы посмотреть, получилось или нет. Ну, один кадр получился. Еще наблюдаем красивую площадь. В каждую комнату можно заходить. Внутри есть небольшие экспонаты. Вот здесь, например, мы видим про Сьюдад де Сьер. Это камень, из которого построены здания в этом городе. И как мы видим, что вот так вот выглядит карьер, где добывают этот камень. Но мы отправимся с вами туда завтра. Здесь есть небольшой журнальный столик. Видно, что он сделан достаточно давно. Старые кресла. Снова святые фигурки. Некоторые комнаты закрыты. В здании есть еще небольшие скамеечки. Везде служащие, которые, скорее всего, сейчас не сделают замечание за маску. Ну, вроде пока ничего не сказали. Сейчас мы видим синие стены интересные. Крест. Сейчас мы зашли снова в обеденную комнату. Здесь есть различные вазы, посуда из керамики сделанная. Но освещение не очень хорошее, поэтому вблизи показывать не совсем удобно. Здесь тоже посуда, скорее из фарфора. То есть показана различная мебель, которая была использована в тех годах, старинная. По всей видимости, так вообще жили монахини, так как они спали. То есть все было по-скромному. В одной из комнат, я так понимаю, была расположена кухня, в которой готовили, прям вот так вот разжигали костер и готовили вот в этой печи открытой. Особенность этого монастыря заключается в том, что он был построен из белого камня, здесь мы уже были, но выкрашен в яркие цвета. Это сделали потому, что вот этот монастырь, это был как целый город. И для того, чтобы у жителей было хорошее настроение, чтобы было такое более радужное, решили сделать эти цвета яркими. Поэтому сейчас этот монастырь представляет всеобщий интерес. Это, наверное, самая знаменитая достопримечательность Арекипа, города. И вот этот монастырь, он внесен в наследие ЮНЕСКО. И, возможно, поэтому его стоимость 40 солей, то есть недешево. Тем временем мы снова вышли
на другую площадку. Разукрашенные стены красивые, не только ярким синим цветом, но еще и различными повествованиями, по всей видимости, из Библии. Очень многие комнаты похожи друг на друга, поэтому, когда я хожу, я уже немного запуталась, была я здесь или не была. Поэтому, конечно же, интересно было бы походить с гидом и послушать его историю, но в целом и так все понятно, что место очень значимое. Вот сейчас подошла еще к одной комнате. Ага, вот туда можно пройти, посмотреть будет поближе. Это, видимо, портреты монахинь. Долорес Ямосос. По всей видимости, здесь проживала эта монахиня с данным именем. Комната небольшой. Еще сад или кухня. Да, наверное, скорее всего, кухня, потому что здесь я тоже вижу печь для сжигания, для того, чтобы готовить. Посуда того времени чугунная. Хотела подняться на второй этаж, потому что видела лестницы, но нельзя. А здесь как раз-таки комната с портретами монахинь. Здесь можно лучше рассмотреть их. Мне нравится, что ты не только гуляешь по монастырю, но еще и дышишь свежим воздухом. Здесь приятная обстановка, тихая, очень много растений. Вот, посмотрите на эту красоту. Говорят, что среди послушниц были девушки из бедных индейских семей и были из богатых испанских. То есть, знаете, был такой микс. И несмотря на то, что им приходилось жить в монастыре, их жизнь практически не менялась, потому что если бы они жили у себя дома, то у них было практически все то же самое. Поэтому не сказать, что они здесь как-то горевали или грустили, судя по источникам. Они прекрасно здесь проводили время в ярких стенах. Причем самое забавное, что испанские богатые женщины, они приезжали вместе со всем своим имуществом и со своими слугами. Представляете, у них даже были клубы по интересам. То есть кто-то вот готовил, кто-то вышивал, кто-то шил. Ну, вот такая фривольная обстановка у них была недолгое время. Потом у них была какая-то строгая наставница, как я услышала от одного гида, которая изменила здесь устав, выгнала всех слуг, и остались только послушницы. Вот тогда она устроила им более спартанский образ жизни. Но, тем не менее, изначально при постройке именно была такая стратегия жизни послушниц в этом монастыре. Кельи монашек, с одной стороны, похожи кухней, похожи своими кроватями, но какие-то из них совсем маленькие, а какие-то прям огромные. И говорят, что в некоторых из них даже были пианино, потому что послушницы, монахини очень любили музыку. Вот, например, келья, видимо, особенно богатой послушницы, потому что и кровать побольше, и различных предметов больше. Кстати, вот видите, о чем я вам говорила. Это получается у нас ноты, потому что монахини любили петь и играть музыку. Часть монастыря закрыта от туристов, потому что там на текущий момент тоже проживают монахини и в современное время, поэтому вход туда запрещен. Но в какие-то нам доступно. Поэтому гуляем по доступным кельям. И еще мне нравится то, что здесь сохранили как бы название улиц. Поэтому вот сейчас я гуляю по улице, которая называется Толедо. О чем гласит эта надпись? Интересный экспонат, как гласит надпись, это часы медитации. Посреди что-то напоминающее клубничку, крест и сам циферблат. Кстати, в Арекипе часто бывают землетрясения, ведь он находится на определенной высоте, и этот монастырь пережил уже несколько из них, но его перестраивали, реконструировали, и сейчас мы его видим в таком более реконструированном варианте. Ну, что поделать, если природа создает такие катаклизмы. И вот видите, вот здесь вот надпись, написано «Терремото Earthquake». Earthquake, насколько я помню, это как раз-таки землетрясение. По всей видимости, это место, которое напоминает об этом.
Еще одна келья, больше похожа на королевские апартаменты, украшена картинами, скульптурами. Тут видно, что собирался практически круглый стол из девушек. На территории монастыря есть небольшая кофейня. Давайте пройдем, посмотрим. Скорее всего... вот у нас тут есть меню. Эмпанадос 6, сэндвичи 12. В целом такие же цены, как и в городе. Примечательно увидеть кофейню на территории монастыря. Здесь еще продаются различные сладости, соки, различные вкусняшки. Я себе ничего покупать не буду, потому что меня ждет Кирилл, как вы помните. К сожалению, не понимаю значимость этого места, но так понимаю, что здесь набирали воду. Можно сказать, что это было центральное водоснабжение, и, насколько я понимаю, из того, что говорит сейчас гид, эта вода шла из специального колодца, который также здесь находится. Гуляю по другой улице, которая называется Бургас. Здесь келья Мануэла Байон. Получается, что внутренние стены были синие цвет окрашены, но это даже не келья, это практически целый дом со множеством различных комнат. Кстати, многие из монахинь также еще выращивали растения, фрукты, занимались садоводством. Да, здесь, конечно, приличная комната, огромная. Слева от этого дома находится большой сад с розами, за которым ухаживают и по сей день. Кстати, туда можно пройти, не только полюбоваться со стороны, но и пройти внутрь. То есть у нас такая с вами прогулка не только по монастырю, но еще и по парку. Ой, какой приятный газон. Не уверена, что здесь можно ходить. Как приятно пахнет розами. Еще есть другие цветы, но запах в этом парке именно из-за роз. Свернув с этой улочки, оказались на площади 3 улиц. Улица Севилья, Гранада и Бургос. На этой площади находится еще один музей с фигурами Иисуса Христа, с многочисленными информационными табло, которые рассказывают об истории города, о его святых. Я еще думаю, ребята, когда же у меня будет выход, потому что я гуляю по этому лабиринту, и потом нашла карту этого монастыря. Вот так вот он выглядит. Вот тут попробуй разобраться. Зашла в эту комнату и не совсем поняла, что это такое. По всей видимости, это прачечная. Там корзины были для белья, а это вот корыто для того, чтобы стирать белье. Здесь очень много посуды, различные тары, терки, но самые значимые это вот этот вот. Не знаю, как это правильно называется и для чего вообще он сделан, но это пингвин. Видите, у него форма пингвина. И раньше он был выкрашен в бело-черный цвет. Это как раз-таки здание столовой с большим обеденным столом и большим количеством посуды, сделанной из чугуна и другого металла. Мы все еще гуляем по столовой вместе с вами. И посмотрите, в центре столовой находится колодец для того, чтобы набирать воду и сразу из нее готовить. Сейчас подошли к еще одной площади, как говорит гид. Это не мой гид, это гид испанской группы. Здесь располагается фонтан с рыбками, которые здесь подкармливают время от времени. Как раз сейчас вижу, как это делают. Кстати, здесь есть фотография монахинь. Видите, они даже скрывали свое лицо. То есть они не показывали свое лицо другим жителям города. Так, ребята, я, оказывается, наснимала вам очень много. И оказывается, у меня всего лишь 6% батарейки осталось. Надеюсь, что мы с вами дойдем еще до конца, посмотрим уже финишную прямую этого монастыря. Ну а если нет, то уже потом поделюсь впечатлением, когда подойду к Кириллу, он поменяет батарейку. Вижу еще одну ванную. Написано Баньера. Выглядит впечатляюще. Огромное пространство для того, чтобы помыться. Поднимаюсь по многочисленным лестницам. Непонятно, пока они куда ведут. Возможно, там есть небольшой вьюпоинт на монастырь. Сверху вниз. Ну да, здесь, по всей видимости, есть еще вход в небольшой собор, но он закрыт. Но зато можно полюбоваться монастырем, фонтанчиком, у которого мы недавно были, яркими красивыми стенами,
которые потопают в зелени. Ну что ж, отправляюсь к выходу. Увидимся уже там. Зашла в небольшой собор. Точнее, по этим меркам он является большим. Одним из главных. Можно посмотреть на него только за решетками. А весь огромный орган. Я сюда поднималась наверх. И на последнем проценте камеры. Поэтому показываю вам последние кадры. А здесь были, по всей видимости, такие комнаты, когда заходишь и отпускаешь все свои грехи, а тебя священный служитель слушает через вот эти вот, получается, отверстия. Друзья, батарейка снова в строю, так же, как и я. Поэтому продолжаем гулять по городу. Да, правда, я уже устала. Такая площадь огромная была у этого монастыря. Поэтому я передаю камеру Кириллу. Теперь он с вами. Ну все, пошли гулять по городу. Итак, продолжаем нашу прогулку по городку Арекипа. Проходим многочисленные магазинчики. Здесь продаются изделия из альпака, различные шарфики, кофточки. Погода здесь достаточно переменчивая. То солнце, то, может быть, прохладный ветерок, потому что сам город расположен на высоте почти 2500 метров. Вот, поэтому будьте готовы. Спустя пару минут мы пришли на главную площадь города Арекипа. Здесь расположен кафедральный собор и красивый парк. Красивый парк с фонтаном, куда мы и направляемся. Помимо фонтана на этой площади также есть красивый сад с цветами, огромные пальмы, высоченные, очень много скамеечек. Сейчас мы уточнили, что вход в этот кафедральный собор можно осуществить с 5 до 6 вечера. Сейчас время обеденное, поэтому мы ждать, наверное, не будем этого времени. Поэтому идем гулять дальше. Сейчас мы завернули на тихую красивую улочку. По обе стороны из белого кирпича выложены стены домов. В основном здесь располагаются кафешки, как мы дальше видим. Вот такая прогулочная улица в самом центре города. Все приглашают сесть за столик. У всех, конечно же, самые лучшие цены, лучшие рестораны. Gracias. Напоминает это старый город. Да, правда, похоже. Если вы не смотрели наши выпуски из Баку, то крайне рекомендуем. На YouTube-канале. Проходите, смотрите. Сейчас мы гуляли и дошли до площади Сан-Франциско. Очередная площадь Святого Франциска. В каждой стране, в Колумбии, в Эквадоре, теперь в Перу мы встречаем площадь с названием этого святого. Итак, друзья, мы сейчас пришли в такой интересный заповедник, называется Мир Альпаки. Нужно обязательно 2 масочки при входе. Вас дезинфицируют, проверяют. Ну и сейчас мы попадаем на территорию, где проживают альпаки, где за ними ухаживают. Надеюсь, сейчас что-то интересное увидим. Ребята, мы видим альпак и лам. Вот эти вот маленькие это альпаки, а сзади большие это ламы высокие. Ребята, я на месте! Камон, ко мне! Ну, ребята не очень-то нацелены на обнимашки. Оказывается, можно зайти внутрь, и нельзя терять время, нужно их всех обнять. Какие-то вредные ламы. Одна меня вообще оплевала, но это была альпака, да, по-моему, да? Оплевала меня альпака, а здесь различные ламы. Все, ты со мной дружишь, а я не хочу. Теперь сразу с тобой все дружат.
Как оказалось, к альпакам можно зайти, покормить их, пофотографироваться спокойно, поиграть. Но, к сожалению, набежало много туристов, поэтому мы решили зайти сначала посмотреть, как делают изделия из их шерсти, а потом снова вернемся к альпакам. Я знаю, что есть какой-то период времени, когда с альпак полностью сбривают их шерсть, потому что она становится им неудобной и она путается. Здесь также их сбривают, всю шерсть складывают в единое пространство, и здесь ее же сортируют. И это возможно сделать только ручным трудом, потому что ни одна машина не справится с этой шерстью. Все цвета, которые вы сейчас видите, это были получены с помощью того, что окрашивали шерсть с листьями, с цветами, с какими-то специями. То есть, видите, все цвета, они абсолютно натуральные. Я уже собиралась пойти вниз, чтобы посмотреть на фабрику, где изготавливают всю одежду, сделанную из шерсти альпаки. Но меня остановил сотрудник, сказал, что, к сожалению, сейчас пройти туда нельзя. И дело в том, что сейчас пандемия, и все сотрудники, к сожалению, вообще разошлись и сейчас не шьют эту одежду. Ну все, мы остались наедине с этими прекрасными альпаками и лавами. Правда, они уже наелись. Эй, привет! Смотрите, мне поднесли вот эту альпаку практически. Сказали, ты маленькая, получится самые красивые фотографии. Да? Также здесь проводят групповые экскурсии с гидом, но на испанском языке. Мы не стали примыкать к группе, потому что хотели побольше повеселиться с альпаками. Вообще красивая территория, есть магазины, где можно приобрести продукцию. Но вообще в целом интересное, приятное место. Мы пришли в самое популярное место в Арекипе. Это ресторан, который называется Паста Консир. Она популярна тем, что ты сам выбираешь себе пасту, ингредиенты, пиццу, как ты их миксуешь, либо можешь взять какое-то готовое блюдо. Причем, выбирая пасту и пиццу, еще идет салатик к этому блюду. Поэтому нам уже принесли, сказали взболтать, чтобы хорошо разобрался соус. Салатик вроде бы ничего особенного, но я соскучилась по свежим овощам. И еще здесь очень интересный соус. Он сливочный, но придает свежести этому салату. Паста, которую я заказала, называется бифстроганов. Она в сливочном соусе с говядиной, с грибочками. Обычно дома бифстроганов подается пюре, а здесь это целая паста. Причем мы заказали пиццу. Можно выбрать различные ингредиенты, как я уже Том говорил. Мы выбрали грибы, соус песто, маслины, по-моему, да? И паршута. Лук мы взяли, да, лук вместо маслин. И паршута, то есть самый главный ингредиент в этой пицце. Самый главный, самый дорогой, самый вкусный. Вот. На самом деле пицца достаточно нежная. Также дополнительно нам принесли чили, соус, орегано и сыр. Можно все это добавить в пиццу, либо пасту. Очень вкусная пицца, правда. Друзья, ставим лайки за вкусную пиццу, за прекрасную сегодняшнюю прогулку по городу. Не забываем подписываться на канал, пишите в комментарии, мы на все отвечаем. Скоро увидимся!